Всем привет! С вами Алла. Сегодня для вас общий расклад, какая женщина скоро выйдет сама на связь. Выбирайте свой вариант. Эта колода будет первый вариант, эта колода будет второй вариант. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Итак, давайте посмотрим первый вариант. Какая женщина сама выйдет на связь? Какие отношения с этой женщиной? В первом варианте женщина, с которой вы давно уже не общаетесь. Вряд ли это жена. У многих отыграется больше это либо любовница из прошлого, либо это женщина, с которой вы когда-то были в отношениях. Здесь может быть 2 года назад, 3 года назад, но не больше. Первый вариант, здесь речь о том, что здесь не было каких-то громких расставаний, не было каких-то прям больших скандалов. Речь больше идет об отношениях, когда у каждого из вас на тот момент, вот когда эти отношения закончились, у каждого какие-то были свои планы на будущее. То есть это про то, когда люди расстались, потому что, например, кто-то уехал в другой город. У кого-то из вас круто поменялась жизнь, и вы выбрали не отношения, а выбрали какие-то другие приоритеты. В принципе, по арканам можно сказать, что, например, это могло быть знакомство, когда вы жили в разных городах, либо в разных странах. Отношения здесь могли завязаться. Здесь были достаточно такие романтические отношения, то есть когда здесь была влюбленность, здесь много карт про страсть, про чувства, но никто из этой пары не строил в отношениях какие-то иллюзии по поводу того, что вот вы обязательно должны быть в будущем вместе. В принципе, нет показателей в раскладе на то, что вот в то время, когда эти отношения завязывались, нет показателей, что вы как пара планировали создавать семью, либо там строить какие-то перспективы на будущее. Нет. Здесь отношения, в которых людям было хорошо вместе, и они, в принципе, никаких планов не строили. И расстались не потому, что там поскандалили, либо там что-то произошло между вами. А здесь больше потому, что, жизнь поменялась, цели поменялись, приоритеты изменились. Типа, спасибо за то, что было, но каждый дальше идет своим путем. У кого-то может еще отыграться, что вы следили друг за другом. Как следили? Если у вас есть соцсети, например, то вы могли переписываться, например, в соцсетях, либо там она могла вам какие-то лайки ставить. То есть вы знаете, что она там, например, в Инстаграм там смотрела ваши сторис, или там в Инстаграм она ставила лайки, либо там в Фейсбуке, например, да. То есть вы понимаете, что вот вроде как вы и не общаетесь, но какое-то минимальное со стороны внимания вот все эти годы оно было. Что на сейчас у этой женщины к вам?
Знаете, здесь про то, что люди меняются. И, например, те отношения, которые были 3 года назад, это было одно. Сейчас, вот спустя много лет, эта женщина изменилась и как личность, и как бы, скажем так, повзрослела, поумнела, поменялись приоритеты. И за вот эти годы, пока вы не общались, женщина действительно могла вот либо за вами наблюдать в соцсетях, либо, может быть, у вас есть какие-то общие знакомые, и она через общих знакомых знала про то, что, например, там, может быть, вы поменяли сферу деятельности, купили квартиру, может быть, вы как-то круто выросли, то есть что-то такое произошло в вашей жизни, после чего эта женщина по-другому на вас стала смотреть, более серьезно. Вот как будто в глазах этой женщины вы стали более интересным, чем это было несколько лет назад. И это связано с тем, что вот у вас действительно произошли какие-то перемены в вашей жизни в лучшую сторону. И она для себя это отметила. Ну, как бы, ух ты. Как бы этот мужчина поменялся в лучшую сторону. И сейчас он мне интересен. Знаете, может быть еще такое, что, например, вы расстались, потому что она уехала в другой город, либо в другую страну. А сейчас у нее появилась возможность вернуться туда, где вот вы познакомились. Либо у кого-то может отыграться, что наоборот, вы уехали, а сейчас у вас появилась возможность вернуться туда, вот где вы с ней были в отношениях. И вот сейчас есть возможность эти отношения начать заново. И вы действительно интересны этой женщине, и здесь у многих она либо уже проявилась, либо она планирует появиться. Здесь не было никаких громких разводов, скандалов, ссор. Здесь просто как-то каждый тихо пошел своей дорогой. А сейчас этой женщине вы интересны. Вот как будто она о вас узнала какую-то новую информацию и хочет выйти на связь, потому что вы для нее заиграли какими-то новыми красками. Назовем это так. Так что, единички, вот такой вот ваш вариант. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете у меня заказать личный расклад для своей конкретной жизненной ситуации. Пишите мне по номеру, который указан на экране, WhatsApp, Viber или Telegram, и я вам расскажу, как проходит личное гадание и что для этого необходимо. Так, переходим. Второй вариант. Какая женщина хочет сама выйти на связь? Ну, здесь больше постоянная женщина. У кого-то отыграется жена. Вот она, королева мечей. Это темный цвет волос, темный цвет глаз. У кого-то может отыграться еще знаки зодиака. Это близнецы, весы, водолей. Так, здесь женщина исчезла. Здесь описание женщины такая, знаете, взбалмошенная. Здесь такая ветреная, взбалмошенная, какая-то импульсивная очень сильно женщина. 10 пятниц на неделю. Сегодня одно, завтра другое. Здесь женщина, которая исчезла. Даже если это здесь жена, она просто могла собрать чемоданы и уехать. Например, сказать, что я там уезжаю к маме. А потом в итоге оказалось, что вы уже не пара.
Здесь какой-то был импульсивный поступок со стороны женщины. Здесь могло быть такое, что типа я устала от отношений, давай на время расстанемся. Здесь мужчина как-то отошел в сторону, типа, ну окей, расстанемся. То есть мужчина отпустил женщину. Как бы, ну хочешь быть одна, ну будь. Женщина какое-то время здесь действительно считала, что эти отношения закончены. Здесь основная энергия – это выгорание. Это про то, что, знаете, как вот на работе бывает выгорание в профессии, когда ты понимаешь, что тебе не интересна эта профессия, тебе не интересна сама работа, тебе хочется уйти с этой работы. И иногда нужно просто взять отпуск и, например, месяц побыть в отпуске. И через месяц ты выходишь из отпуска, и ты понимаешь, что тебе не надоела эта работа на самом деле. Тебе нужно было просто отдохнуть. Вот второй вариант, ребят, здесь про то, что вы здесь либо 24/7 были вместе, может быть, вы работаете вместе, так тоже может отыграться. Работали. Или, может быть, она вообще не работала и была все время дома, и вы, например, работаете дома. И вот вы как-то тут друг друга прям достали во втором варианте. Здесь слишком много было вас, двоих. И вот когда женщина ушла, она здесь могла говорить про то, что вот она выгорела, она устала, отношения эти больше не нужны. Мужчина здесь отпустил. Типа, ну окей, устала. И, кстати, это было правильно. Это был правильный поступок со стороны мужчины, потому что, давайте спросим, что тебе это дало. Женщина здесь пожила так, как она хотела, так, как ей казалось, что вот если вы расстанетесь, то вот она будет прям счастлива. Вот она пожила сама, получила вот то, что она хотела, вот тот, скажем, долгожданный отпуск от отношений, назовем это так. И здесь действительно, вот как в примере с работой, здесь человек понял, что, оказывается, она не перегорела отношениями. Просто у вас слишком мало было личного пространства в ваших отношениях. Вы реально устали друг от друга. И на сейчас расклад говорит про то, что женщина хочет вернуть эти отношения. То есть она поняла, что она не расстаться хотела навсегда, она просто хотела передохнуть. Как-то слишком много всего навалилось на вас. У кого-то отыграется, что помимо отношений у вас какая-то была полоса неудач. У каждого из вас своя индивидуальная. Вот оно все так навалилось, что женщине казалось, что проблема в мужчине. А на самом деле здесь проблема была не в отношениях. Здесь у каждого из вас какие-то свои были собственные внутренние переживания. Знаете, как такой кризис личности, это называется в психологии. Когда ты начинаешь думать, а чего ты достиг, а какой смысл этой жизни, куда ты дальше идешь, вот в таком формате. И вот женщина здесь неправильно проинтерпретировала вот этот личностный кризис и решила, что проблема в мужчине. И если она с ним расстанется, то проблема рассосется.
Но с мужчиной она рассталась, но проблема никуда не делась. И вот она это сейчас это осознала. Что ты будешь дальше делать? Да, женщина здесь будет мириться, она будет выходить на связь, как будто, знаете, ну вот ничего не произошло. Ну, типа, ну что с меня взять? Вот такое. Типа, ну так бывает, вот такая я, взбалмошена. Типа, давай помиримся, давай забудем то, что было. Я многое чего переосмыслила, многое чего поняла, вот здесь вот про это. Поэтому, да, ребят, у многих из вас здесь есть шанс вернуть эти отношения, если вы хотите их вернуть. Потому что женщина поняла свою ошибку и поняла, что вот этот кризис, который у нее был, он не касается мужчин, это совсем другое, это личностный кризис. И отношения тут ни при чем. Так что, двоечки, вот такой вот ваш вариант. Кто себя узнал, кому понравился расклад, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете мне заказать личное гадание. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram, задавайте вопросы письменно. И в письменном режиме я вам расскажу, как проходит личное гадание, как его заказать и какой есть формат гадания. Вы можете ко мне обратиться как астрологу. Я делаю астрологические прогнозы на определенные периоды жизни. Я делаю таро-гадания как таролог, и ко мне можно обратиться как к психологу. Можем совместить в одной консультации все эти 3 направления. На этом всем хорошего вечера, кому-то хорошего дня и всем пока.